Привет, красотки! Хотите узнать, как работать с нарощенными волосами, особенно с капсулами, как сделать такой хвост и закрыть резинки в местах переходов? Тогда смотрите это видео до конца. Многие девушки с нарощенными волосами считают, что их не возьмут моделью, им не сделают прически, так как начес практически невозможно создать, но это заблуждение. Можно, если очень осторожно. Чаще всего капсулы наращивают не по всей голове, остается какая-то зона без них, так что нам нужно выделить эту зону и подготовить ее. Я делаю легкую тупировку по всей длине и затем гофрирую прядь. Так прорабатываю всю эту зону без капсул. Конечно, вы можете использовать просто гофре без начеса, но именно этим способом у вас получится максимальный объем. То, что нам нужно из такого небольшого количества волос. После того, как зона у нас подготовлена, нам нужно взять расческу-щетку и вычесать все. Посмотрите на объем. Сразу видно, как поменялась структура волос. Только не зацепите расческой сами капсулы, будьте очень аккуратны. Выглаживаю всю верхнюю поверхность, можете использовать воск для этого, так как воск у нас приклеивает все маленькие пушковые волосы. Так как волосы длинные, я воспользовалась этим способом создания резинки. Я взяла обычную резинку эластичную и две невидимки по краям и зацепила как будто резинкой крючком из магазина. Далее мы не можем оставить резинку видимой, поэтому берем тонкую прядь волос и обматываем, перекрывая резинку. В перерывах я распыляю лак сильной фиксацией, чтобы хорошо склеить волосы. Далее делим хвост на две равные части. Вообще, коса рыбий хвост – это одна из самых простых видов кос. Суть заключается в том, что мы берем тоненькую прядку с одной стороны и добавляем ее к противоположной. Затем с противоположной стороны также берем тонкую прядь и перекладываем в другую сторону. Обязательно следите за тем, чтобы в ваших руках оставалось только две основные пряди, потому как самой главной ошибкой является то, что две пряди превращаются в скором времени в три, и вы начинаете плести обычную трехпрядную косу. Следите за моими руками и всегда держите в уме, что пряди только две. Я проплела примерно 10 сантиметров, так как длина волос моей модели позволяет это сделать. Я думаю, что у меня здесь получится 3 отрезка таких кос. Косу я заплела не туго и не слишком большой отрезок, поэтому текстура у меня выходит гладко и свободно. Я хочу сделать форму параллелограмма, поэтому посередине у меня будут самые широкие крылья. А в верхней точке и в нижней я вытягиваю совсем по минимуму. Туго фиксирую хвост этой резинкой, чтобы он у меня не распался. Я заказала целую пачку этих резинок на AliExpress и прикреплю ссылку для вас, так что можете тоже сделать заказ. Они стоят очень недорого, примерно 50 рублей. И затем обязательно корректируйте текстуру, подтяните ее еще больше, зафиксируйте лаком. Опять я отделила тоненькую прядь, чтобы перекрыть резинку, и на руки нанесла крем-воск от Osis. Кстати, хочу вам рассказать про это ушко. Я также заказала его на AliExpress. Оно шло в наборе, там было маленькое и побольше. Я пользуюсь маленьким. Оно очень удобно именно в таких трюках. Также я использую его в других прическах, особенно в небрежных прическах, где мне нужно продеть локон сквозь другую прядь.
Это ушко очень выручает в таких случаях, оно помогает сделать прядь чистой, протащить без всяких хохолков. И, конечно, ссылку тоже прикреплю в описании. Со следующей косой делаем тот же самый алгоритм, то есть сначала я ее плету рыбий хвост. Кстати, можно было сделать здесь какой-нибудь другой тип косы. Смотрите, ориентируйтесь, полагайтесь на вашу фантазию. Также начинаю вытягивать сначала с середины, затем верхнюю часть и протягиваю нижнюю. Не забывайте выдерживать форму. Местами наношу воск, чищу пряди. Воск можете использовать любой фирмы. У меня это Redken и Кёне. Redken он более маслянистый, а Кёне с фиксацией, легкая степень фиксации. У меня есть оба, так что я беру тот, который стоит ближе. Снова использую ушко, беру тонкую прядь и закрываю резинку. Затем продеваю сквозь это ушко и протаскиваю вниз. Таким образом резинка у нас скрыта. И последний, третий элемент. Если у вас короткие волосы, достаточно сделать только одну косу. Но так как у меня длина позволяет, я решила разгуляться и сделала целых 3 косы. Обязательно подпишитесь на мой канал, потому что каждую среду и субботу выходят новые видео, и поставьте колокольчик, чтобы не пропускать их. Я привыкла закрывать резинки именно так, и когда даже у меня не было ушка, вместо него я использовала шпильку. Я просто подставляла ее снизу, также делала полный оборот прядью из волос и затем продевала сквозь ушко шпильки. Напишите, пожалуйста, в комментариях, каким способом вы закрываете резинку. Может быть, я узнаю что-то новое от вас и тоже буду использовать ваш метод. Не люблю, когда кончик остается мышиным хвостиком, поэтому я всегда его легонько начесываю и вытягиваю пару текстурных линий. Фиксирую все лаком с сильной фиксацией. Надеюсь, вам понравилось. Увидимся в следующем видео.